привет! Вырвался на пробежку в крутых кроссах. Скажу, что они довольно водные и зачетные. Более подробно сейчас разберем. Очень яркие, прям блестят на солнце. Очень мягкие, яркие. Ну, в общем, сами прям выталкивают, правда высоковаты. Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то у меня появилась возможность записать видео про крутейшие кроссовки для бега от Puma, а именно Puma Nitro Deviate. Это мощные кроссовки, в которых можно бегать на большие расстояния, и они очень интересные благодаря ряду технологий, а также внешнему виду, которые, скажем так, очень сильно выделяются, особенно в этом цвете. Мне не терпится вам про них рассказать, поэтому давай же начнем. Поставляются они вот такой вот коробочке, красной, с названием модели, где произведены. Сделаны они во Вьетнаме, хотя конкретно на сайте указано, что также может быть и Китай. Коллекция весна-лето 21-го. Также сейчас презентовали коллекцию с более новыми цветами. Та же модель, по сути, те же технологии, немного видоизменили вверх. Сделали его более прочным, там однослойная сеточка стоит, за счет чего они стали более воздухопроницаемыми. Но по факту это практически то же самое. В нашем же цвете это ярко такой салатовый цвет, очень броский, очень яркий. Здесь даже как таковой не нужен рефлектив, они будут очень броско смотреться в темное время суток и будут сочетаться очень классно с вашим беговым луком. Давайте начнем сверху. Верх здесь выполнен из очень такой воздухопроницаемой сетки, но которая все же не прям супер-супер воздухопроницаемая. В либерейтах, например, там она однослойная и более легкая. Здесь же все же идет второй слой, за счет которого воздух немножко хуже проходит по сравнению с ними. Но тем не менее, здесь верх тоже, я считаю, достаточно на хорошем уровне проветривается. Этого более чем достаточно. И даже когда немножечко буквально похолодает, их можно будет обуть и выбежать на пробежку. Здесь идет 90% текстиль, ну, я так понимаю, это синтетика по сути, и 10% полиуретан, добавлен для прочности. Они не сильно тянутся, довольно прочные, должны выдержать срок эксплуатации довольно активный. Конкретно во внутренней части есть вот такой вот, скажем так, пустынный момент. Здесь вот текстиль для комфорта идет, а конкретно здесь какой-то промежуток оставили. Подушечки, какие-то дольки, будто патчи. Они именно стоят здесь по бокам, в районе воротника, а в самом заднике ничего нет. Он довольно тверденький. Хорошо это или плохо, для каждого свое. Лично мне в этих кроссовках просто не хватает немного фиксации пятки. Для этого приходится мне хорошо шнуровать, и даже на самый высокий уровень, на самую последнюю шнуровку. Тогда вообще все садится хорошо, и при этом эти подушечки работают. Но мне кажется, было бы еще неплохо, если бы добавили все же и в самом заднике какое-то уплотнение, с каким-то наполнителем, благодаря чему бы нога еще лучше фиксировалась. Но, возможно, это будет в будущем. Пока же довольствуемся тем, что есть, и в целом не скажу, что это прям плохо. Это интересное решение и имеет место быть. Воротничок сам по себе очень тоненький, из такого мягкого очень текстиля. Вот он, правда, слишком пачкается, вот это видно. Обувал их пару раз, один раз выбежал на такую нормальную пробежку, для меня нормальная, для кого-то это мало. Не буду называть цифры, дабы не позориться. Теперь посмотрим же внутреннюю часть. Как я уже сказал, здесь идет два слоя. Мягкий, приятный текстиль, который здесь идет на всю площадь, как дополнительный подносочек. Посмотрим, стелька здесь довольно тонкая. Особой амортизации прям не дает, просто она сделана для комфорта. Имеется небольшая супинация у нее. И основной слой тоже плотного синтетического материала, который очень качественно прошит хорошо. Наверное, еще и проклеен к тому же к пене. При надавливании продавливается, есть ощущение мягкости. Внутри мы можем видеть ярлычок, это размер 42. Вот именно в восьмерке вес этих кроссовок составляет 269 грамм. Очень даже такие, я бы сказал, невесомые, учитывая их размер и толщину подошвы. А в размере 4,5 английский там получается 219 грамм. На стельках имеется маркировка RUN, на наконечниках шнурков тоже. Шнурки здесь салатовые, имеют вставки из черных нитей. Язычок здесь из сетки, очень такой пористый, легкий, продувается довольно хорошо.
Также и на язычке есть этот мягкий текстиль, который отлично обхватывает голеностоп и, в принципе, очень комфортно, особенно при шнуровке, не давит, ничего не натирает. По брендингу понятно, надпись модели, название прорезиненное нанесено. И кошка на носке, форм-стрип с внешней стороны, надпись Puma рефлективная. Все же добавили рефлектив, чтобы было видно в темноте. Название технологии в пене, Puma Grip на подметке. Ну, в общем-то, очень такая броская модель, и все будут видеть, что это как бы Puma. Шнурки продеваются в такую плотную, скажем так, прорезиненную ерундовину, которая вклеена именно в текстиль. Довольно прочные, кстати, шнурки в них не просто заходят, они заходят и как бы фиксируются даже немного. Это тоже как бы классно, что шнурки не вылазят обратно. Ну, правда, этот эффект не прям такой вау, он есть, но имеет место быть. В плане ходить тоже очень классный вариант, они очень мягкие такие, это чувствуется. Теперь мы плавно опускаемся к подошве. Теперь про пену. Пена Nitro, все та же крутая пена. Я, наверное, уже выпущу к этому моменту обзор на Velocity, которые мне тоже попали в руки. Там я более подробно рассказывал, но если вкратце, это просто берется заготовка, я так понимаю, скорее всего Эва, ну скорее всего из Эва, и в нее просто впрыскивают азот, за счет чего и получается заготовка растет в размерах и получает эти вот свойства амортизации и возврата энергии. Добавлена пластиковая вставка для дополнительной поддержки. Они ставят во всех моделях, возможно, Коде просто для визуальной составляющей, так как в той же модельке Velocity там стоит Profoam Light. Я думаю, это и так достаточно упругая пена, которая дала бы свою стабилизацию, но тем не менее, наверное, так они подчеркивают именно серию Nitro. Теперь же плавно опускаемся к подметке. Подметка здесь Puma Grip, как указано, она почти не скользит на любом покрытии, особенно даже мокрый асфальт. На этом очень сильно делается акцент производителем. Ну, достаточно цепкая, да, бежал на асфальте, все окей. Другой вопрос, что мне немножко как бы не хватало фиксации в плане верха. Вот как бы он есть, но из-за того, что подошва высокая, мне некомфортно на такой обуви бегать, я не привык. У меня получается спиды 600 еще на Ignite, и там гораздо ниже идет высота, и за счет этого мне не более комфортно. Но как для новичка эти кроссы тоже классно подойдут, мягкие, там, колени не будут уставать, в общем, круто все. Теперь еще изюминка, именно конкретно в девиейтах, это InnoPlate вставочка, карбоновый композит, вот, благодаря которому ты их не согнешь, как ни пытайся. Они там в 2 раза сложнее сгинаются, чем те же Velocity и прочие модели. Это для упругости сделано, но как бы, возможно, да, чувствуется, когда ты бежишь вначале нет, а уже со временем, возможно, не выталкивает, но тут тоже я не совсем понимаю, потому что это просто пена работает. В общем, я не особо в этом плане, честно говоря, эксперт, просто вот любитель, который взял эти кроссовки, потому что они самые прокачанные, и в них побегал, в принципе, кайфанул. Вот, все, что нужно, скажем так, знать. В общем, как-то так. Крутая пена, на мой взгляд. Самая мягкая из всех. По крайней мере, которая была у Puma, там она мягче гибрида, более отзывчивая. И не знаю, как они будут дальше дорабатывать, наверное, будет все еще круче и круче с каждым разом. Кроссовки годные, конечно же, как новая коллекция, цена высоковата, как и на все модели, там да, цена стартует примерно 160 евро. Но у конкурентов тоже не особо, скажем так, дешевые модели, там будет даже скорее перевес в большую сторону, поэтому по современным меркам цена вполне вменяемая. Те, у кого, допустим, не хватает денег и не считает нужным отдавать такие бабки, а таких, я думаю, большинство, те просто возьмут более бюджетные модели и тоже от них получат удовольствие. Теперь же давайте посмотрим их на ногах, но перед этим хочу попросить вас подписаться на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, с радостью буду на них отвечать. Погнали дальше. Ну, под спортивные штаны, конечно же, они круче всего смотрятся. Особенно в черном. Возможно, под этот цвет конкретно больше подойдут светлые носки. Ну, а черные тоже залетят нормально, так как здесь есть черные элементы, там спортивные штаны. Тоже будет круто. Очень мягкие чувствуются. Амортизация всегда работает, особенно в пятке. Палец
Вот здесь при 42-м это 8. Небольшой запас всегда оставляю. Не люблю, когда обувь упирается, тем более во время бега, хотя, возможно, именно из-за вот этого фактора мне немного не хватает фиксации в пятке. Но, тем не менее, если хорошо зашнуровать, этот эффект теряется, при этом запас впереди есть. Я думаю, верх за счет этого гораздо дольше прослужит. Очень такая высокая подошва. Очень такие высокие, кажется, ну, на мой взгляд, даже интересно. Верх довольно податливый, как я уже сказал, но при этом, ну, фиксации хватает при шнуровке, потому что верх все-таки жестковат. Приходится в основном расшнуровывать, чтобы в них влезть, потому что материал, как я уже сказал, не тянется, и в пятке он довольно плотный. Ну, вы просто будете рисковать и повредить материал или еще чего хуже порвать, если постоянно будете на силу засовывать ногу, зашнурованную средне, допустим. Шнурок болтается, но при этом я еле-еле в них влез, не расшнуровываю. И вот так вот под джинсы, если вы будете брать просто для ходьбы на повседнев, тоже смотрятся, конечно, в этом цвете странноватенько, но мне кажется, они подойдут даже и под такой вот комплектик. Итак, плюсы — это то, что самая топовая обувь у Puma для бега. Действительно, они мягкие. Внешний вид, скажем так, интересный. Думаю, большинству все же они зайдут. Хотя довольно-таки просто и минималистично. Довольно неплохо проветриваются. Интересно сидят на ногах. Для бега самое то, особенно если брать новичков. По минусам только то, что если вы не привыкли к высокой обуви, все же чувствуется, что они очень высокие, несмотря на то, что здесь оптимальный дроп, но сама подошва-то высокая идет. Для кого-то, я думаю, это тоже будет, ну, существенно. Ну, тогда, опять же, такие You're Welcome, Liberate, Velocity, там еще какие-то новые модели, возможно, выйдут. По ресурсу подошвы я не сомневаюсь, кроме того, что здесь могут остаться такие вот заломы, они довольно быстро образовались. Вот, пена мягкая, ну, это свойственно ей. При этом производитель заявляет, что это где-то около 800 километров пробега. Но опять же, это если верх выдержит, если у вас там нет каких-то проблемных, мне кажется, пальцев. Хотя, опять же таки, вы пока нижний слой бьете, он там довольно эластичный и тянется хорошо, благодаря чему, скорее всего, они вам прослужат гораздо дольше. Что еще отметить с минусов небольших? Вентиляция не супер-супер прям, но ее хватает. Ну и, пожалуй, наверное, все. Цена все же, наверное, высоковата, но я же говорю, если сравнивать с конкурентами, то уже не все так однозначно. К тому же, думаю, запускаются сейлы, и под конец сезона некоторые модели могут хорошо переоцениться. Вот такой вот получился обзорчик. Наверное, опять немного затянул. Ну, что ж, извините, как получается. Что ж, всем спасибо за просмотр и до новых встреч.